Просто представьте, что вы выходите замуж за мужчину своей мечты и теряете его всего через несколько недель брака. Это то, что случилось с Пегги Харрис, которая прожила прекрасную, долгую, но трагическую жизнь. Она потеряла мужа, когда они были женаты всего 6 недель. В течение 70 лет никто не знал, что с ним случилось, и Пегги осталась совсем одна. После долгих поисков она узнала, что случилось с любовью всей ее жизни. Пегги и ее муж Билли были женаты всего 6 недель, когда Билли внезапно исчез. Потерять мужа всего через 6 недель брака кажется одной из самых тяжелых вещей в жизни, но Пегги была сильной женщиной и никогда не сдавалась. Она знала, что должна найти его. После свадьбы Билли получил письмо, в котором говорилось, что он должен уехать на войну. Это был тяжелый удар для влюбленной пары, и они поняли, что выхода из сложившейся ситуации нет. Несмотря на то, что они только что поженились, они оба дали клятву защищать свою нацию, и Билли был готов рисковать своей жизнью, чтобы защитить свою страну. Несмотря на то, что они хотели осуществить свою мечту иметь детей, с этим пришлось подождать. Билли должен был уйти. Неудивительно, что Билли призвали сражаться на войне. Вторая мировая война была в самом разгаре, и ежедневно призывались тысячи американцев. Кроме того, Билли был человеком с большим потенциалом и со многими полезными навыками, поэтому было логично, что они хотели, чтобы он участвовал в войне. Поэтому он не удивился, когда пришло письмо с призывом явиться в Таллахасси и попрощаться со своими близкими. Пегги понимала ситуацию. Пришло время отчитываться перед Таллахасси. Там собрались все, кто ехал на войну, а их жен отвезли в большой отель. Затем им пришлось ждать там, пока людей не отзовут. Когда пришло время, женщинам было велено идти домой и никому не говорить, что мужчины уехали, пока они благополучно не прибудут за границу. Прощание между Билли и Пегги было тяжелым. Они были женаты всего 6 недель, и теперь их разрывали на части. Это было несправедливо. Для Пегги все было по-другому. Сообщение о благополучном прибытии Билли в Европу станет последним сигналом жизни, который она когда-либо получала от него. После этого стало очень не хватать информации о реальном местонахождении Билли. Это было связано с реорганизацией в вооруженных силах США, которая создала большой бюрократический беспорядок. Из-за большого хаоса, который царил в вооруженных силах США, Пегги получала ложные сообщения о местонахождении своего мужа. Штаб армии в союзной Франции сообщил Пегги, что ее муж в безопасности и вернется домой здоровым. К сожалению, все это было неправдой. Билли не вернулся, и никто не мог сказать ей, где он на самом деле. Пегги знала, что должна выяснить это сама. Когда Пегги узнала, что власти допустили ошибку и не смогли сказать ей, где находится ее муж, она поняла, что должна выяснить это сама. Если она когда-нибудь снова захочет услышать о своем муже, у нее не будет выбора. Это был момент, когда Пегги начала поиски своего мужа. Пегги так сильно любила Билли, что не могла перестать искать информацию о его местонахождении. В глубине души она знала, что что-то не так. Она была полна решимости выяснить, что происходит. В течение многих лет она связывалась со всеми, с кем у Билли были связи, собирая как можно больше информации. Она попыталась связать всю эту информацию воедино, но это было бесполезно. Никто точно не знал, что случилось с Билли. Глядя на работу, которую Пегги выполняла как женщина, было очевидно, что она не похожа на большинство других женщин. Для женщин не было принято служить в армии, и женщина, работающая механиком, приборостроителем в области, где доминируют мужчины, была еще более уникальной. Пегги было все равно. Она всегда следовала своей интуиции и своему сердцу, и ей было все равно, что думают об этом другие. Именно эта решимость и сила помогли ей пережить эти трудные времена без мужа. Наконец пришло сообщение. Пришла телеграмма, и в тот момент, когда Пегги открыла ее сердце пропустило удар. В письме было написано «пропал без вести» 7 июля. Затем было еще одно письмо, в котором говорилось «пропал без вести» 17 июля. Пегги не могла и не хотела в это верить. Как это было возможно? Что случилось с ее великой любовью? Она должна была выяснить, что произошло, и начала поиски своего мужа. Пегги держалась за ту ограниченную информацию, которую получила. Пока она все еще получала неясную и сбивающую с толку информацию о местонахождении своего мужа, она пыталась соединить точки. Другие говорили ей, чтобы она не волновалась, и говорили, что с ним, вероятно, все в порядке, но Пегги продолжала задаваться вопросом и искать. Она чувствовала, что что-то не так.
Родители Билли полагали, что он, вероятно, уже прибыл в Соединенные Штаты. Они надеялись, что он окажется где-нибудь в больнице, потеряв память. Было много подобных случаев, поэтому они решили, что это может быть в случае с их сыном. Несмотря на их тяжелую работу по поиску Билли, не было никаких следов его местонахождения. Это было в марте 1945 года, когда Пегги поняла, что ее муж, вероятно, никогда не вернется. Это была болезненная ситуация, но, несмотря на боль, она должна была узнать правду о том, что случилось с ее мужем. Она могла бы избежать жестокой правды, просто продолжая жить своей жизнью, но Пегги была не такой. Она обратилась за помощью в Международный Красный Крест. У Пегги появилась новая надежда. Она, наконец-то нашла организацию, которая хотела помочь ей раскрыть судьбу Билли. Хотя они не желали начинать официальное расследование, им все же удалось раскрыть небольшие кусочки информации. Они нашли детали, которые ранее отсутствовали, и это уже было огромным прорывом для Пегги. На мгновение показалось, что правда о Билли наконец-то выплыла на свет, и Пегги не могла в это поверить. Когда солдаты погибали во время Второй мировой войны, кто-нибудь всегда появлялся у дверей их родственников или жен, чтобы сообщить им ужасные новости. Для Пегги никто никогда не подходил к двери. Последней телеграммы так и не было, и объяснение, которого она так заслуживала, так и не пришло. Пегги была преданной женщиной, и даже 7 десятилетий спустя она все еще была предана выяснению судьбы своего мужа. За те годы, что Пегги искала ответы на вопросы о судьбе своего мужа, она нашла много противоречивой информации. В одном отчете утверждалось, что Билли пропал без вести, в то время как в других утверждалось, что он был найден мертвым. Это было крайне неприятно для Пегги, но она была настойчива на своем пути к истине. Пегги было все равно, когда она зашла в тупик. Она просто продолжила свои поиски другими способами. Пегги и не подозревала, что правда на самом деле долгое время была прямо у нее под носом. Эта истина в конечном счете будет открыта никем иным, как собственной плотью и кровью Билли, его двоюродным братом Элтоном Харви. Вся семья Билли также была полна решимости выяснить, что с ним случилось, и после всех этих лет раскопок поиски наконец закончились. Элтон Харви, как и Пегги, был полон решимости выяснить, что случилось с Билли. Он просто не мог смириться с тем, что его двоюродный брат ушел на войну и не вернулся. Это не могло быть просто концом истории. Чтобы закрыть эту болезненную главу, им нужно было знать, что с ним случилось. Вот почему он начал запрашивать военные файлы Билли. Это был большой шаг к тому, чтобы наконец выяснить, что случилось с Билли. Когда Харви получил документы Билли, он узнал, что не он один искал информацию о своем двоюродном брате. Очевидно, на другом конце света была женщина, которая тоже искала информацию о Билли. Это была француженка, о которой Харви ничего не знал. Кто была эта таинственная женщина, разыскивающая Билли? Француженка, искавшая информацию о Билли, запросила те же самые файлы, что и Харви. Было только одно отличие: она уже делала это полгода назад. Харви не был уверен, зачем француженке искать его двоюродного брата, и это заставило его еще больше захотеть узнать настоящую правду о том, что случилось с Билли. К счастью, этот момент наконец настал. После десятилетий поисков правда теперь смотрела ему в лицо. Файлы показали, что лейтенант Билли Харрис был отправлен в Великобританию. Во время службы его обязанностью было ежедневно летать на Пи-51 «Мустанг», бомбардировщиках союзников, над Ла-Маншем. Также выяснилось, что Билли была лейтенантом с образцовыми командными качествами и безупречными профессиональными навыками. Это привело к тому, что он получил 2 воздушные медали и награду «Выдающийся летный крест». Он был исключительно хорошим солдатом. Билли был трудолюбивым солдатом, и после почти 100 миссий ему сказали, что он может наконец вернуться домой в июле 1944 года. С огромной радостью, потому что он снова увидит свою дорогую Пегги, он написал письмо, в котором сказал, что скучает по ней и скоро вернется. К сожалению, судьба приготовила для Билли кое-что еще, потому что, когда наконец настал момент, ему сказали, что на корабле для него нет места. Билли велели сесть в другом месте, и оттуда он наблюдал, как все остальные садятся на корабль, который доставит их домой. Ему пришлось ждать следующего корабля, пока он наконец не сможет вернуться домой. До этого корабля оставалось еще несколько недель. Делать было особо нечего, пока не прибудет следующий корабль, чтобы забрать его домой, поэтому Билли продолжал выполнять задания для военных. Последняя из этих миссий, к сожалению, оказалась концом жизни Билли. Позже выяснилось, что ему пришлось принять самое важное решение в своей жизни в последние секунды своей жизни.
Он был так близок к тому моменту, когда сможет наконец вернуться домой к своей дорогой Пегги, но этот момент никогда не наступит. Самолет Билли был сбит во время полета над городом Венти на севере Франции. Пока самолет Билли терпел крушение, Билли должен был принять важное решение. Когда его самолет был сбит, Билли сразу понял, что ему нужно сделать выбор. Одним из таких вариантов было спасти свою собственную жизнь, вскочив со стула и спасая свою собственную. Другой вариант состоял в том, чтобы остаться в разбивающемся самолете и разбить его в таком месте, где он не поразил бы сотни горожан. Это кажется невозможным решением, но для Билли это было просто. Билли, конечно же, предпочел остаться в самолете и заставил его разбиться в соседнем лесу. Этот лес был достаточно далеко от населенных пунктов, поэтому самолет не причинил вреда другим людям. Одним из людей, которых Билли спас в последние минуты своей жизни, была француженка, которая сейчас искала информацию о Билли. Эту женщину звали Валери Кеннель. Приближалась 60-я годовщина освобождения Венти, и для этого события она хотела получить информацию о Билли. То, что Билли сделал в тот день, когда он пожертвовал собой, чтобы спасти людей, было невероятно героическим. Он спас город Венти, и поэтому город хотел почтить жизнь Билли, устроив ему почетные похороны. Однако у них было мало информации о своем герое, поэтому они предположили, что он канадец. Они похоронили его на местном кладбище и много говорили о нем, не зная, кем он был на самом деле. Не имело значения, был ли он британцем, канадцем или американцем. То, что он сделал, было чрезвычайно героическим. Он отказался от своей собственной жизни и мечтаний о будущем, чтобы спасти жизни многих других. Билли был известен как человек, который всегда ставил потребности других на первое место. Он всегда первым записывался на добровольную службу, и комфорт других был для него важнее, чем его собственный. Несмотря на это, этот героический шаг был экстремальным даже для Билли. После десятилетий поисков Пегги наконец узнала, что случилось с ее мужем много лет назад. Когда она узнала, где был похоронен ее муж, она попросила перенести его останки в место поближе к ней. Она похоронила его на американском кладбище Нормандии, в мемориале. По сей день во французском городе Венти все еще с восхищением говорят о его героическом поступке, и его могила является самой украшенной гробницей во всей Нормандии. Билли всегда будут помнить как солдата, который спас город. Пегги тоже, узнав, где похоронен ее муж, 10 раз в год посылала цветы туда, где была похоронен Билли, пока сама не скончалась. Она также посещала лес, где каждый год терпел крушение ее муж.